Привет! На связи Костя Август, и в этом видео ты узнаешь: первое, как работает интернет и что обозначают такие понятия, как клиент и сервер. Второе, как работает интернет под капотом и что вообще он из себя представляет. Третье, немного расскажу об HTML и CSS. И четвертое, я покажу, как создать простую веб-страничку. Важно! В этом видео я пытаюсь дать новичкам общее понятие о веб-разработке, поэтому сознательно опускаю некоторые нюансы, которые не так важны на старте. А перед тем, как мы двинемся дальше, я хочу попросить тебя поставить лайк этому видео, подписаться, если ты еще не подписан, и обязательно нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующих видео. Для тебя это не сложно, а меня это сильно замотивирует делать видео дальше. Итак, поехали к первой теме. Как работает интернет? В первом приближении тут все довольно просто. Есть человек, у него есть устройство с доступом к интернету. Обычно это телефон или компьютер. Там ты заходишь в браузер, вбиваешь поисковый запрос или адрес сайта, и вот он, интернет. Что происходит под капотом в этот момент? Твой браузер – это клиент. Он отправляет запрос либо на сервер поисковой системы, если ты делал поисковый запрос, либо на сервер сайта, который он находит по адресу, который ты вбил в адресную строку. Затем, обработав запрос, возвращает ответ. Браузер, получив ответ, отображает его содержимое, либо если вернулась ошибка, показывает ошибку. В общих чертах это все очень похоже на общение между покупателем и продавцом. Клиент говорит, что он хочет получить, а продавец ему отдает то, что он попросил. Но понимание этого процесса очень важно для нас в будущем. Итак, весь интернет – это текст. Очень много текста. Есть, конечно же, некоторые исключения. Например, прямой доступ к файлам по ссылке, когда ты через интернет получаешь файл целиком. Либо потоковое вещание. Например, это когда ты смотришь видео на YouTube. Это нюансы, поэтому мы их пока опустим. Если ты помнишь школьный курс информатики, то ты знаешь, что компьютер работает с ноликами и единичками. Так вот, интернет работает с текстом. Когда браузер отправляет запрос на сервер, по факту он отправляет большое текстовое сообщение. Выглядит оно примерно так. Затем сервер отвечает ему тоже текстом. Проще говоря, когда ты лазишь в интернете, твой браузер чатится с сервером и показывает тебе содержимое ответов. Хорошо, сейчас для тебя очень важно запомнить, что есть клиент, обычно это браузер, и есть сервер. Все общение между ними происходит с помощью текстовых сообщений. Ну что ж, идем далее. HTML. Скажу сразу, HTML это не язык программирования. HTML это язык разметки. Объясню, что это значит. Как я уже сказал, в ответ от сервера мы получаем текстовые сообщения. И чтобы браузер понимал, как нам отобразить это сообщение, его нужно как-то разметить. И эта разметка как раз и делается с помощью HTML. Пару слов скажу о CSS. CSS это тоже язык разметки, только он нужен для стилизации нашего HTML. То есть у нас есть сайт на HTML, и чтобы сделать его немножко красивее, мы используем CSS. Сейчас сильно углубляться не буду, но в коде обязательно покажу, как с ним работать. Ну что ж, перейдем от слов к делу. Итак, прежде чем начать писать код, еще пару слов об HTML. HTML, как я уже говорил, это разметка. Разметка делается при помощи тегов. Тег – это определенное ключевое слово, заключенное в треугольные скобки. Теги бывают двух видов – парные и одиночные. Парные теги – это когда есть открывающий и закрывающий тег, а между ними какое-нибудь содержимое. Обычно это другие теги. Одиночный тег, как понятно из названия, не имеет закрывающего тега. Есть огромное количество HTML тегов, но не переживай. Основных, часто используемых тегов не так уж и много, их ты быстро запомнишь. Самое главное это понять, что у каждого тега есть свое назначение. Например, тег картинки или тег списка. Важно использовать теги по назначению. Итак, давай быстренько сделаем нашу первую HTML страничку. Для начала открываешь любой текстовый редактор, желательно самый простой, типа блокнота. Теперь делаем файл, сохранить как. В поле тип файла выберем все типы, чтобы он не сохранил наш файл в виде текста. Мы ведь делаем HTML страничку. Даем ему имя. В нашем случае назовем его index.html. .html это расширение файла, которое говорит, что этот файл содержит HTML код. Кодировку ставим UTF-8. Это общепринятая кодировка в интернете. Обычно ее ждут браузеры. Если этого не сделать, то вместо текста у нас на сайте могут появиться всякие закорючки типа этих. Это потому, что кодировка файла не соответствует настройкам браузера. Отлично, файл сохранили, теперь нужно в него что-нибудь записать. Чтобы не заставлять тебя писать непонятные штуки, немного схитрим. Заходим в Google. Пишем HTML5 каркас. 5 это версия языка HTML. На данный момент используется пятая версия. Заходим на первый попавшийся сайт и копируем содержимое. Вставляем в наш файл. Жмем сохранить.
Теперь откроем наш файл с помощью браузера. Вуаля, вот наша первая веб-страничка. В браузере есть панель инструментов разработчика, которая позволяет смотреть код страницы и содержит разные удобные штуки. Откроем эту панель. Кстати, это можно сделать с помощью клавиши F12. И вот мы видим содержимое нашей странички. В принципе, то же самое, что и мы написали в нашем HTML файле. Но этого как-то мало. Давайте немножко усовершенствуем нашу страничку. Тут я добавил немножко новых тегов. Сначала расскажу про комментарии. Тег комментариев позволяет оставлять на нашей HTML-страничке комментарии. Они не видны пользователям, но присутствуют в коде. Обычно они нужны для структурирования кода или объяснения некоторых элементов. Например, я в комментариях дал краткое описание других тегов. Тег doctype. Doctype HTML сообщает браузеру, какой язык разметки используется. Doctype — это одиночный тег. Как вы видите, у него нет закрывающего тега. Далее у нас есть парный тег HTML. HTML указывает, где начинается и заканчивается наша страничка. Как вы видите, наш HTML тег содержит дополнительный параметр lang. Эти параметры называются атрибуты. У каждого тега они свои. В данном случае атрибут lang указывает, что наша страничка будет на русском языке. Внутри нашего тега HTML содержится еще два тега. Первый тег — это head. Head не отображается в браузере, а содержит всякую полезную информацию для браузера. Например, тег meta указывает, в какой кодировке наш файл. Обычно это UTF-8, но может быть и другое, если вы сохранили файл в другой кодировке. Тег title говорит браузеру, какой текст поставить в заголовок нашего сайта. Следующий тег, который находится внутри HTML, это тег body. Тег body содержит все, что мы увидим на нашем сайте. На сайте я захотел разместить заголовок, тег h1, затем линия, тег hr, затем параграф текста, тег p список, тег ul. Каждый элемент списка отмечается с помощью тега li. Затем снова горизонтальная линия, еще один параграф текста, затем я делаю параграф и внутрь параграфа засовываю картиночку. Картинка имеет два атрибута. Source src указывает, какую картинку нам нужно туда поставить. Alt содержит текст, который отобразится, если картинки нету, либо она не подгрузилась. Чтобы наша картинка заработала, я взял картиночку и поставил ее рядом с нашим файликом index.html. Теперь откроем наш файл index.html в браузере. И вот он результат. У нас есть заголовок, у нас есть параграф, у нас есть список, горизонтальные линии, еще один параграф и картиночка. Теперь подключим к нашей страничке CSS. CSS нужен для того, чтобы сделать наш HTML покрасивее. Чтобы подключить CSS файл, нужно добавить еще один тег в head. Для подключения внешних CSS файлов, да и вообще разных внешних файлов, используется тег link. rel style sheet говорит нам о том, что это стили, а href указывает, какой файлик нужно загрузить. Теперь нам необходимо создать этот самый файл style CSS. Жмем создать, затем файл сохранить как. Снова выбираем все файлы и называем наш файл style CSS. Важно сохранить его рядом с нашим файлом index.html. Теперь давайте пропишем некоторые стили. Я решил сделать у нашего сайта черный фон. Чтобы это сделать, я повешу на тег HTML стиль background color. Background color означает фон. Обычно в CSS цвета указывают в хекс кодировке. Цвет решетка 6 нулей обозначает черный. Обновим нашу страничку, чтобы увидеть результат. Хоп, наша страничка стала черной, но теперь на ней не видно текст. Добавим свойство color. Color отвечает за цвет текста. Цвет решетка и 6 букв F означает белый цвет. То есть наш текст должен стать белым. Сохраняем и проверяем. Обновили страничку, и вот наш текст стал белым. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Надеюсь, я смог дать первоначальное понимание основ веб-разработки. В описании я оставлю несколько полезных ссылочек. Советую ознакомиться. Если тебе понравилось, тогда обязательно смотри следующее видео, где я расскажу об основах JavaScript.